Привет, дорогие друзья! Вы на канале Ева Оракул Таро. И сегодня мы с вами находимся в таком, знаете, ретрит-центре. Вот, кстати, вот сразу мне идет, что вот такой, знаете, сегодня будет исцеляющий такой расклад. Расклад, который коснется вашего сердца. И, знаете, такая пришла тема из потока, какая книга. Я тут оказалась вообще, знаете, вот просто вот проездом проезжала, увидела это место, зашла, и я тут в итоге застряла на 3 часа, разболталась с девушками. Они меня расспрашивали про Таро, узнали, что я мастер рейки. Ну, в общем, здесь прям целое же приглашают меня сюда, в общем-то, быть их тоже проводником. В общем, я к тому, что я здесь сидела, вот там книга лежит, кстати, вот я ее потом покажу вам в закрытом телеграм-канале, выложу и сфотографирую, знаете, вот какая подсказка шла из книги. В общем, сегодня расклад ваша. Вот сегодня в картах Таро вы увидите свое отражение. Вот, понимаете, вот прям идет, вот прям вот вниз потока пришло, и карта, видите, моя любимая колода мистических моментов сегодня нам будет подсказывать. Сегодня в этом раскладе вы увидите свое зеркало, свое отражение, и для вас будут какие-то подсказки, что вам нужно знать, что, возможно, нужно исправить, на что обратить внимание. В общем, давайте смотреть все, что нам сегодня дадут карты, даст нам пространство, какие-то подсказки в таком мощном ретрит-центре. Здесь всякие и саунд-хилинг, здесь и медитации, в общем, здесь йога, здесь очень прекрасное место, удивительное. И, кстати, открыла это место женщина, которая тоже мастер рейки, поэтому сегодня такой, знаете, дабл усиление энергии. Ну что, погнали, такая небольшая настройка, вступление, как обычно. Возможно, задавайте какие-то свои. Все время, знаете, как будто карта выскакивает. Давай уже, Ева, скорее, говори. Такой сегодня будет коротенький раскладик. Вы знаете, такое сейчас идет из потока. Первая пятерка Паш Пентаклей говорит о том, что у вас сейчас, знаете, вот не зря вы открыли этот расклад. У вас сейчас какой-то момент такого, знаете, немножечко роста изменений. То есть сейчас вы даже во всей реальности, во всем мире вокруг вы можете видеть отражение изменений, которые у вас происходят. То есть это очень быстро. У вас есть наглядная возможность что-то в себе новое, в себя закладывать, в свои какие-то мысли, в свои манифестации, в свои визуализации. Вообще в себя, просто перестройка себя, она сейчас будет идти очень-очень быстро. Вы моментально будете видеть эти изменения. И это прекрасно. То есть у вас есть такая, знаете, прекрасная возможность сейчас наглядно видеть плоды своей работы, своих каких-то, знаете, вот каждого шага, который вы делаете, он тут же будет отражаться у вас в вас. Вот. Это прекрасная возможность. И даже посмотрите, здесь тоже как будто бы ваша и во внутренних проявлениях, и во внешних проявлениях, естественно, все едино, да? Так вот, у вас сейчас есть возможность вкладываться в эти два направления и в ваши какие-то, допустим, дела повседневные, в развитие, там, не знаю, в работу, в какую-то деятельность, и в духовную часть, и все это будет усиливать друг друга и объединяться. Вот такой какой-то момент идет. Вот сейчас, понимаете, очень важный момент, смотрите, в вашей жизни, когда у вас есть возможность, знаете, забустить, усилить вообще, знаете, собрать урожай очень больших всех ваших успехов, достижений всех ваших мыслей. И здесь по десятке мечей. Здесь мне эта карта идет, понимаете, вот это не как карта, что со мной происходят какие-то ситуации. Знаете, вот даже сейчас книга, я это все заскриню, выложу в телеграм-канал, поэтому кто еще не подписан на мой закрытый телеграм-канал, где я даю там какие-то инсайты после раскладов, закадровые, делюсь своими историями, делаю расклады на неделю. Подписывайтесь, там есть подписка на телеграм-канал, и вы станете постоянным гостем моего закрытого пространства. Так вот, сейчас книга там лежала, Mindful Living, в общем, как раз она об этом, понимаете, то есть осознанная жизнь. И сейчас вам нужно понять, что вот, и там даже я заскринила, сфотографировала, выложу в Телеграм, что как там это все подано очень, знаете, вот очень простым языком. Но смысл в том, что ситуации, которые происходят в вашей жизни, да, они лишь отражение тех процессов, которые вам нужно что-то осознать и проработать, понимаете? То есть и вы сейчас уже в таком состоянии, что вы видите это не как удар против себя, не как нападку против себя. Вы воспринимаете все непростые ситуации как уроки. Вы настолько уже зрелая, мудрая душа, посмотрите, вот сколько вы уже выстроили, вы столько уже как бы сделали огромный путь осознания и переосмыслений, что сейчас, когда у вас происходят какие-то ситуации, конфликтные ссоры, нестыковки, какие-то непростые ситуации, вы их уже воспринимаете как шанс для изменения себя
улучшения себя, для проработки каких-то ситуаций. То есть у вас абсолютно, вот слово проработки здесь как никогда хорошо подходит к этой карте, понимаете? Для вас сейчас каждая ситуация – это урок, это возможность к проработкам, да, и к снятию всех тех, понимаете, вот, как, кстати, как урожая всего, что у вас как бы было на работе. Это ваша, кстати, главная ваша сила. Поэтому вот главное, вам сейчас говорят, не теряйте этот навык. То есть если вы сейчас начали уже этим заниматься, если вы начали чувствовать свою силу, свою мощь в том, как вы сейчас меняетесь, и вам тут же от Вселенной идет ответ, тут же вам идет отражение всех ваших действий, всех ваших эмоций, да, у вас сейчас очень-очень тонкая связь, близкая связь с внешним миром, с духовным миром. И у вас есть возможность, я же говорю, сегодня сделал, вечером мы видим результат. Вчера что-то сказал, завтра уже, сейчас подумал, уже завтра эта ситуация трансформируется, то есть мгновенно. Сейчас настолько ускорилось время, и вы один из людей, которых, знаете, вот это не просто на словах это видит, вы это чувствуете на себе, и у вас есть возможность сейчас очень сильно и быстро влиять на свою жизнь, манифестировать, привлекать, визуализировать, прорабатывать все, что вам не нравится, все, что вам хочется улучшить, все, что вам хочется исправить, все, что вам хочется докрутить в своей жизни. Понимаете, у вас есть возможность делать очень это быстро. Понимаете, сразу же выходит вот королева жезлов. Посмотрите, какая прекрасная карта. Вот вы. И вот смотрите, видите, она тут тоже с рожками такая, понимаете? Потому что вы, вот не зря мне что-то про Инна я сказала с рожками, с этими гульками. И я, кстати, вот тоже с гулькой сегодня, понимаете? Хотя вот что-то хотела волосы распустить, но так жарко, я когда делаю расклады, последнее время вот стараюсь собирать волосы, потому что, ну вот я просто, ну очень жаркая погода. Вот и смотрите, и вы такая с ушками, с рожками, понимаете? Вы такая уже упорная. У вас эти рожки, они такие, понимаете, не для того, чтобы... Эти рожки не для того, чтобы ранить. Эти рожки для того, чтобы быть, знаете, такой очень упорный, очень такой, знаете, с таким, знаете, с усилием. Вы можете идти на пролом, пробивать что-то. Вот. Так интересно, я вот расклад записываю в таком месте. Девочки меня столько расспрашивали про колоды, такие юные, и они, одна из девочек, значит, занимается Таро, представляете, я пришла в это место, а девушка, которая здесь работает, они такие студентки, знаете, на лето сюда приехали. Так вот, одна делает, она увлекается Таро, и меня спрашивают про это, а вторая начала первую ступень рейки инициацию. Представляете, тоже мы с ней вот это в 2 часа, они меня тут это взяли меня в оборот. И знаете, тоже я это, вот 2 девушки, вот прям вот так вот они такие, прям похожи друг на друга. Так вот, я хотела что сказать. Вы понимаете, это тоже отступление, даю вам сейчас не просто так. Вас сейчас на пути будут встречаться очень много разных людей. Они будут вас усиливать, давать подсказки. И что самое интересное, вы сейчас уже в той позиции, когда вы другим, вот как я здесь, я тут нечаянно оказалась таким наставником, понимаете, человека, у которого спрашивают совет, а то посмотри то, ну это, а как что, а как это, там я посоветовала вот замечательно, кто, кстати, интересуется рейки, кто хочет к этому приблизиться, да, я мастер рейки, но я сейчас посвящение делаю, просто на это инициации не делаю, не работаю, потому что просто не хватает на это времени, но, возможно, чуть позже буду делать именно вот, ну, именно уроки, да, обязательно буду брать учеников. Так вот, мне пришло, что у вас сейчас, понимаете, вы сейчас проходите такой путь, когда вы уже и сами берете эти уроки, у вас есть возможность давать это другим. Вот это абсолютно, понимаете, здесь король Пентакли, вы человек уже с опытом, и у вас есть возможность, есть, самое главное сейчас, большая задача. И почему с вас, знаете, вот мне идет, что с вас спрос больше, чем с других. Потому что у вас есть огромные знания, огромный опыт, и у вас есть быстрая связь со Вселенной. Не зря вы на моем канале. Если вы еще подписаны, вы со мной ВКонтакте, если вы у меня в Телеграме, понимаете, это настолько вот, скажем, такое усиление энергии, настолько это, скажем так, важно, настолько это мощно для вас самой, потому что вы уже человек, который очень классно чувствует энергию, понимаете? У вас очень развита интуиция, и вы можете эти знания, этот опыт уже косвенно, так или иначе, даже своим, знаете, вот я вот пришла вот в это место, да, я здесь час поговорила, уже я очень многим людям, ну, этим девушкам что-то дала, они что-то почерпнули, понимаете? Вот это мне пришло, вот, я почему сейчас об этом сказала, потому что мне это идет о вас, понимаете? Вот у вас сейчас такой большой поток, вы сами чему-то учитесь, вы сами получаете быстро очень эту информацию, и у вас сейчас, знаете, ведь как, энергия как работает, да? Когда вы даете добро, сейчас я вам подтверждение пишу, понимаете, вот сразу же идет, когда вы даете добро здесь, когда вы говорите, я хочу понять, я хочу осознать, выражаете намерение Вселенную, тут же вам начинается, понимаете, вот этот такой просто залп. Вот многие девушки, с которыми я работаю, они знают, что на самом деле вот если ты открываешь эту дверь в проработке, именно к свету, к изменениям,
то ее потом так просто не закрыть. Если ты уже выразил намерение, если ты стал на этот путь изменений, ты уже вот дал добро на это, понимаете, внутренне, потому что многие люди же этого боятся, потому что это, по сути, постоянно жить в изменениях. Люди как думают, сейчас я чуть-чуть здесь подправлю, починю, и все, и буду, и расслаблюсь, и буду жить это вот так. Но на самом деле это немножко не так. Вы, если встаете на этот путь истины, на путь света, на путь изменения, трансформации, выражаете это намерение Вселенной, то у вас с вами уже будут работать, понимаете? И вы сейчас тот человек, с которым вы работаете, и как бы и с вами работает как бы Вселенная, и вы работаете с людьми. Вот сейчас идет мне такой момент, что вы постоянно будете сейчас искать ключик к этому замочку. И у вас уже есть этот ключик, вы не только свой замочек можете открыть, но и другим людям подсказать. И это очень-очень такой важный момент, понимаете? Вот, поэтому сегодня, знаете, такой расклад, вот он тот же подтверждает эта карта. Король Пентаклей, но он у нас здесь, видите, в женском обличье, я же говорю. Вот вы сегодня, вот королева, король. Так, знаете, король-королева. Два в одном, потому что у вас, я же говорю, у вас есть возможность и принимать, и брать, вот понимаете, уже и опыт, и знания. Опять Пентакли, я же говорю, это про уже ваши наработки, про ваши навыки, про ваши знания, про ваши опытные жизненные, которые вы можете уже передавать другим людям. И самое главное, что мне идет, что, понимаете, это постоянная ваша тоже школа. Общаясь с другими людьми, вы усиливаете себя. То есть вы уже такой, знаете, вот тут еще, кстати, про личную жизнь сейчас будет идти разговор. Сейчас пойдет про личный разговор. Пятерка жезлов. Кстати, смотрите, все пентаклевое и жезловое сегодня. Так вот, здесь штука в том, что у вас сейчас будут и к вам мужчины притягиваться, понимаете? Вы же думаете, что это вам все для любви, для развлечений, понимаете? Вот император, я же говорю, сейчас про мужчину. Тема все, как обычно, у меня сейчас все сведется к мужчине, понимаете? Потому что я хочу про вас, там что-то профилософствовать, что-то я пытаюсь это с колодой начать разговаривать, и тут же мне говорят, нет, а девушек-то моих любимых волнует тема мужчин, понимаете? И все это связано, понимаете, это все связанные темы. Поэтому ваше развитие, то, что вы посылаете в мир, и то, что сейчас, какая у вас связь, какая быстрая реакция, вас сейчас толкают к тому, понимаете, вас ведут, по сути, к своему личному счастью. То есть все вот эти проработки, которые вы думаете, это бесконечно. Сколько можно уже это прорабатывать? У меня девочки иногда, кто много лет в этом, она говорит, Ева, опять это поднялось, а то я уже это прорабатывала, понимаете, или я там уже это осознавала. А почему опять это поднялось, понимаете? Потому что это как грань бриллианта. Вы же понимаете, вы растете, вы постоянно как по спирали двигаетесь. И спираль как? Она, видите, по сути кажется, что ты проходишь одно и то же место, но ты проходишь похоже, это же место, но уже на другой высоте, на другой вибрации, понимаете? Здесь же подсказка, понимаете? И вас ведет тоже ваша жизнь к вашему счастью, к вашему императору, понимаете? Эти внешние зеркала, которых вы отражаетесь в ситуациях, в людях, во всех сложных моментах, вы в них отражаетесь неспроста для того, чтобы очистить себе путь к тому счастью, к той встрече, которая у вас есть. И, кстати, вот тоже мы с девочками здесь говорили, интересно, мы практически 2 часа, они у меня про то спрашивали, про то, про мир, про обучение, про образование, про жизнь, вообще про все, но в итоге потом, в самом конце, она задала тот самый вопрос, который волнует больше всего. Там она встречалась с каким-то, увидела какого-то мужчину, очень неважно, и вот был у них какой-то такой вот очень невероятный такой контакт зрительный, понимаете, какая-то такая связь. В общем, мы это обсуждали. То есть, видите, все равно все, так или иначе, все пути ведут к любви. Сегодня, видите, такая вот дзен-атмосфера, Будда, там лампы, не знаю, вы видите, там книги, там ангелочек, видите ангелочка, нет? Ну, я в Телеграм, я уже сфотографировала, я выложу в Телеграм. Перед началом расклада я уже так прошлась, это все прочувствовала. Там аметист огромный такой, знаете, стоит. Население, очищение энергии, очень здорово. Так, ну что, мои дорогие, ну, подтверждение, понимаете, весь сегодняшний расклад, он говорит, то счастье, к которому ты идешь, которое ты ищешь, к которому ты стремишься, оно не где-то там, оно на твоем пути развития, на твоем пути духовного роста, личностного роста, понимаете, это все на твоем пути, это часть этого пути. И не зря у тебя сейчас происходят в жизни такие ситуации, какие-то непростые, тебе кажется, ой, надо и то проработать, и то осознать, и то, и все, но в итоге это все для того, чтобы привести вас к этому счастью, понимаете? Вот и клювом не щелкай. Вот я первый раз, кстати, обратила на это, только хотела сказать, клювом не щелкай. Вам сейчас клювом щелкать нельзя, понимаете? Вот это расслабляться и думать, ну вот чуть-чуть это осознала, вроде как уже нигде не давит, ничего не жмет, расслабляемся. Нет, не так. На самом деле сейчас надо говорить, что вам нужно продолжать сохранять эту связь, видите? Король мечей. Вот сегодня вы король. Король и королева вообще во всех.
Потому что вы сейчас еще императрица выйдет однозначно. Сейчас еще, подождите, еще не конец расклада. Сейчас или карта Солнца, звезды или императрица, как обычно по традиции наших раскладов о мужчин. Так вот, смотрите, здесь король мечей, я же говорю, нанизывайте этот опыт. Он вас ведет к этой истине, к этой встрече, к этому моменту, понимаете? И здесь именно опять, видите, король мечей, но вы в женской фигуре, понимаете? Это женское предназначение, это о любви, это о встрече, это о проработке своих качеств. И эти качества вас будут уже делать совершенно другой качественно женщины. И, кстати, вот я здесь, девочка, они у меня спрашивали про отношения, про любовь. Я им объясняла, что сейчас очень много на планете старых душ. И у нас у всех есть очень много половинок. Вот это будет на обложке этого расклада. Понимаете, у всех у нас очень много половинок. У каждого. А у старых душ этих половинок очень-очень много, потому что вы уже старая душа, у вас очень много граней. Вот как бриллиант. Ты его крутишь, у него такая сторона, понимаете, все разные стороны. И на каждую эту сторону огромного опыта, огромных душевных уже, понимаете, изысканий, на каждую эту сторону может примагнититься человек, понимаете, потому что это очень-очень старая душа. Так вот, у вас сейчас такой момент, что вы можете встречать потенциально очень многим людям, вы будете, знаете, как такой универсальный салат, вы очень многим людям будете подходить, вы. Но вам не все смогут подойти, вам нужно быть очень избирательной и действительно уметь отыскать не просто одну грань бриллианта, а действительно человека-бриллианта, у которого так же, как у вас, очень много разных граней, вы тоже старая душа, и у вас очень много... Я сказала, сейчас выйдет императрица. И вот она, понимаете? Я не знаю, что вот я могу здесь сказать. Вот это сегодняшний расклад. У вас внутри очень много граней, вы очень старая душа, очень уже богатый опыт, понимаете? Очень столько наработок у вашей души, понимаете, что сейчас только такое, знаете, вот как это называют сейчас близнецовым пламенем, но мне это не очень нравится фраза, это по сути, знаете, это твой человек, твоя родственная душа. Это по сути близнецовое пламя, это родственная душа, только это уже у человека на высоких вибрациях, вы понимаете? То есть родственная душа уже у очень зрелой души, у очень старой души, у человека, который пришел на вибрации, живет в абсолютном свете, понимаете? Вот это вот вы. Ну, посмотрите, ну вот это невероятно сегодня. Вот просто карта, как обычно, как я люблю эту колоду. Вот я когда с ней соединяюсь, представляете, она вот прям вот к сердцу ее прижать, вот она моя любовь. Мы с ней так хорошо, так мне хорошо с ней. Так она хорошо меня аватарит и продолжает каждое мое слово. Не знаю, что еще добавить к этому раскладу, понимаете, вот сейчас мир отражения вас, и вы отражаете мир, и вам очень важно сейчас все эти моменты не отбрасывать, понимаете, вот главный такой совет вам, понимаете, не отбрасывать, а накапливать этот опыт, прорабатывать все, понимаете, продолжать вот этот быть интерес, чтобы стать счастливее, лучше. Вы же это делаете не потому что, понимаете, вообще человек так устроен, что он... Сейчас я вам карту вытащу, понимаете, человек так устроен, Паш Кубков, что он начинает что-то думать, работать с собой тогда, когда ему плохо, некомфортно, больно, страдания. А так, когда все хорошо, понимаете, так можно и сидеть и дальше, понимаете. Рыцарь кубков. Можно дальше сидеть вот это на таком среднем уровне, наслаждаться и, в принципе, не сильно не напрягаться, понимаете. И вы так, может быть, делаете какие-то изменения, но не сильно резво. Она показывает, что вам нужно продолжать в темпе вальса, понимаете, достаточно активно двигаться по жизни, преодолевать и не ныть. Потому что у вас бывает такое, что вы начинаете ныть. Вот как девочки мне часто пишут: Ева, ну почему? Ну столько я уже это продала, почему все опять так же? Потому что это дочищение идет грань за гранью, понимаете. Невозможно сразу же съесть всю миску этого, понимаете, вот это всего, что вам. Это по чуть-чуть вы гребаете, меняетесь, а потом хоп, и вы понимаете, что вы уже совершенно, понимаете, вот здесь, кстати, везде лотосы. Не зря у меня эта колода потянулась. Ну, сегодня прям вот как я здесь очутилась, боже, это вообще, вот это просто вот с утра рано я ехала вообще по делам, вспомнила про это место, что я давно хотела. Называется оно, кстати, Лотус, White Lotus. Я сюда заехала, и вот что-то больно так, я себе сделала. Вот, и я сюда заехала вот утром, и я тут застряла, представляете, на 3 часа. Все отменила, все это перенесла, и застряла, думаю, все, буду здесь расклад записывать. Вам нужно продолжать, это подсказка для вас, понимаете? Вот вы сейчас вы едете по каким-то одним делам, вот это у вас какая-то рутина, нам показывает, что вам нужно не забывать ваша главная цель, ваше главное желание, что у вас в приоритете, понимаете? И не сильно, понимаете, иногда так это отвлекаться на какие-то другие вещи, которые, знаете, там вас отвлекают, вас, скажем так, развлекают. Не теряйте фокус.
Не теряйте фокус и не нойте, что вот там что-то, сколько можно, столько нужно, столько можно. А если вы очень много делаете, работаете с собой, но ничего не меняется, это означает, что вы что-то не то делаете. Понимаете? Это очень важный момент. Я же говорю, что многие пишут в комментариях вот столько лет, ну немногие, есть кто пишет в комментариях, немногие нет. Это я вот оговорилась, прошу прощения. Некоторые пишут в комментариях, иногда бывает, я вижу, что вот столько лет, я ничего, и встречи не происходит, ничего не меняется. Если ничего не меняется, значит, вы на самом деле глубоко не работаете. Приходите на консультацию тот, кто сам не может до конца разобраться в этой ситуации или хочет, понимаете, моя работа со мной на консультации, это не я вот все, я сдался, я не смог. Это возможность ускорить, забустить быстрее свою ситуацию, свое развитие, свои перемены, понимаете, потому что я могу, во-первых, поскольку я мастер рейки, я работаю с энергией, то есть я энергетически вам помогаю, даю вам этот буст, но также помогаю увидеть те вещи, которые вам мешают, вот эти вот все ваши раны закрыть. Поэтому если у вас что-то не меняется, это означает, что вы делаете что-то не то, понимаете? Сейчас мир так устроен, все очень быстро меняется, поэтому если нет изменений, значит, есть в прошлом какие-то вещи, которые пока не закрыты, понимаете? И их нужно и можно закрыть, чтобы все менялось, потому что ситуация не меняется до тех пор, до тех пор, пока мы все из нее не осознаем. Когда мы все осознали ситуации, все, мы выходим на вершину, этот круг закрывается, понимаете, десятка пентаклей, все. Вы уже выходите на абсолютно новую ветку реальности, на новые обстоятельства. Боже, какое прекрасное место, какой прекрасный расклад, девочки. Я сижу просто вот здесь в ретрит-центре, не знаю, это музыка, надеюсь, она не будет мешать раскладу. Слышите вы, кстати, нет, этот новый микрофон? Мне так нравится, блокирует вообще столько вещей. Я когда потом смотрю видео, думаю, я в таком шуме сидела, а этот наш с вами прекрасный подарок, мы с вами его приобрели вместе. Благодарю всем моим подписчикам, которые отправляют донаты. Если у вас после расклада возникает желание отправить мне донат, есть в описании, можно отправить и с любой точки мира, а через Трибьют это вообще с любой карточки, из России, Украины, с Бразилии, Америки, Европы, откуда угодно. Вы, если у вас есть желание, вы можете меня благодарить за мою поддержку, за мое вдохновение, за мой труд. Так вот сейчас, понимаете, весь мир вам открыт. Вам нужно сейчас понять, что вот эти вот моменты, которые, может быть, вы устали от каких-то битв, вам кажется, что все это бесконечно. Но на самом деле это не бесконечно. Это, вот знаете, как вот еще чуть-чуть, знаете, самая темная ночь перед рассветом. Вот сейчас об этом оно говорит. И мир вам откроется совершенно новые горизонты. Поэтому нам сейчас говорит, весь этот расклад говорит о том, что не сдавайся. Я понимаю, что я вижу, что кто-то вот смотрит расклад, вы так устали, или чего-то вы хотите, что-то мечтается, так и не получается. Но вы еще чуть-чуть, знаете, вот нужно, возможно, вы этот расклад услышите, и вам это поймет, потому что кто-то очень много ждет от именно любви, и любовь не случается. Почему? Если вы еще сами долго над этим работаете, и ситуация не меняется, обратитесь ко мне, обратитесь к кому-то за помощью, поддержкой. Понимаете, вот сразу карта идет. Вам помогут. Я обязательно вам помогу с этим вопросом, да, то есть я сапожник с сапогами. Я все вещи, которые я говорю, я несу, я все это прошла сама, пронесла через свою жизнь. И я считаю, что можно поделиться только тем, что имеешь, и то, что сам нажил, и то, что сам понял. Вот, поэтому, ну, видите, конечно же, карта маг выходит. Я же говорю, что невозможно дать то, что ты не имеешь. Поэтому почему-то мне именно на этом раскладе захотелось 300 тысяч раз сказать, приходите на личный расклад. Возможно, для кого-то это сегодня именно так. Я не так часто это делаю, потому что здесь, видите, сразу бабочка. Вы долго засиделись в гусеничке, пора вот в эту бабочку вылезать. И, возможно, этот сегодняшний расклад вам подсказка. Возможно, подсказка именно то, что нужно быстрее начать двигаться, обратиться к кому-то за помощью. И нужна какая-то вам поддержка, чтобы вам начать быстрее справляться именно с вами, с вашими какими-то эмоциональными состояниями. Вот такая вот дела. Поэтому я, кстати, никогда не говорила, сейчас скажу на этом видео, да, что, потому что часто мне пишут, как проходит консультация, да, вы можете написать мне в директ. Консультация проходит так, что я буду присылать голосовые видео, сообщения, то есть я не провожу звонки, потому что я много лет работала, именно делала созвоны, консультации, но, к сожалению, девочки не успевают записывать и запоминать. И потом, там, спустя неделю, месяц, два, они задают мне какие-то вопросы. Хотя мы это обсуждали на консультации, не успевают все запоминать, потому что информации я даю очень много. Поэтому сейчас я записываю голосовые сообщения и видеосообщения на консультациях, которые вы можете переслушивать через месяц, через 2, через год. Некоторые даже через несколько лет переслушивают мои сообщения, потому что я даю такую, знаете, емкую информацию. Вот, поэтому не бойтесь себя усиливать
через других людей. Будь то это зеркала и другие люди, в которых вы видите отражение, будь то это люди, от которых вы можете принять эту помощь, понимаете? Принять помощь – это не слабость. И увидеть свои недостатки, увидеть свои какие-то сложные моменты, понимаете, то, что вам еще нужно что-то прорабатывать, это не слабость, это сила. И вот нам сейчас покажут через весь этот расклад, что ваша сила в том, чтобы вы видели, что вам отражает внешний мир, через какие конфликтные ситуации, стрессовые, болезненные ситуации, чего-то не хватает. То есть любые ситуации, которые вас не устраивают, они вам даны для того, для вашего развития, для вашего роста, понимаете? И у вас есть все силы для того, чтобы с этим справляться. Боже, какой прекрасный. Ну, какой еще могла расклад провести в этом, понимаете, в ретрит-центре? Ну, это просто. Я же говорю, что не сидите, не впадайте в апатию, в депрессию. То есть под лежащий камень вода не течет. Поэтому тот, кто хочет, понимаете, берите знания, читайте книги, общайтесь с людьми, у которых уже есть эти знания, понимаете. Поэтому как сказать, не застревайте. Нам сейчас подсказывают через весь этот расклад, то есть ваша еще чуть-чуть близко. То есть продолжайте работать над собой. И вы обязательно придете к вашим мечтам. Вот и помните, вот эта карта сразу же мне выходила. Помните, в начале расклада выходила эта карта сейчас. Я же говорю, продолжайте двигаться. И достаточно вам сейчас нужно продолжать двигаться в том же темпе, даже, может быть, чуть-чуть быстрее, понимаете? Вы немножечко замедлились. И вот с этой карты, помните, мы начинали? Что у вас есть, почему этот расклад, вы смотрите, вы понимаете, что да, есть какие-то еще переживания у вас на эту тему. Но если вы хотите стать победителем вашей ситуации, если вы хотите над этим всем, что происходит, наконец-то одержать победу, если вы хотите справиться со всеми вашими задачами, мечтами, воплотить ваши мечты, то вам нужно разбираться, понимаете, с собой. И искать виноватых не в других людях, понимаете, раздражаться не на других людей, а искать всегда причину и начальное зарождение, то есть мир относительно наблюдателя, понимаете, то, как вы видите, то, как вы воспринимаете, это говорит о вас. Поэтому это очень важный сегодня расклад. Я же говорю, какой еще могу расписаться расклад на какую тему в этом, понимаете, в ретрит-центре. Девочки, прекрасный расклад, замечательный. Прекрасно, здесь такая энергия, вообще не хочу отсюда уходить. Благодарю вас, что мы этим общим потоком оказались здесь сегодня. Здесь, ну, вот такая здесь прекрасная атмосфера. Вот там тоже у нас там этот маленький Будда, тут большой Будда, там эти всякие камни, там аметисты, ну, боже, какая там ручеек журчит, тут сосна, ну, вот вы это не видите, но я вам сейчас покажу, тут такая красота, вот такая замечательная. Девочки, ну вот такой сегодня расклад. Я здесь была для вас на канале Ева Оракул Таро. Подписывайтесь, если вы хотите увидеться снова. Приходите в мой закрытый телеграм-канал, если вы хотите быть ближе ко мне, получать от меня больше советов, больше впечатлений, больше эмоций. Можно также стать спонсором канала. Там есть разные уровни поддержки, прямо здесь на YouTube. Вот. Ну и, в общем-то, личная консультация. Всегда буду рада вас видеть. До связи на канале. С вами была Ева из этого прекрасного места. Здесь такая светлая энергия. Пусть эта энергия света, любви помогает вам в ваших целях, в ваших изменениях, вот во всем, о чем вы мечтаете. Сейчас мужчина пройдет для вас. Вот девушки, ну вот как, ну понимаете, потому что это все, весь тот расклад, о котором мы говорили, что нам сказали карты, что это все на самом деле ведет вас к той самой любви, к той самой встрече, о которой вы мечтаете. Ну что, мои дорогие, пока, до связи, с вами была Ева, увидимся. Пишите в комментариях, что вам срезонировало сегодня. Люблю вас.